Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку, и сегодня у нас ревью старого альбома. Раньше у меня эта рубрика называлась «Ревизия», сейчас я просто думаю, что не стоит больше букв вставлять в название ролика, поэтому мы просто обсуждаем старые альбомы в таком же формате, как и любые новые. Это я говорю впечатления по песням, итоги альбома, оценочка, все как обычно. И сегодня мне захотелось поговорить про альбом, которому как раз в этом году исполнилось 10 лет, который является таким прям штампом поп-культуры, поэтому сегодня мы говорим о альбоме Born to Die Ланы Дель Рей. Да, не обязательно было показывать свой винил, но я что, не могу похвастаться? Ну и давайте без лишних предисловий переходим к трек-листу. Открывает альбом Нетленочка под названием Born to Die, которая, по сути, является заглавной песней альбома, в честь которого он и назван. И я считаю, что это потрясающий трек для своего времени. Он звучит очень, так знаете, сочно, вот эта вот вся меланхолия, тамблер эра максимально под нее подходит. Дальше у нас идет тройка песен, которая прям работает конкретно как троечка. Это After the Races, Blue Jeans и Video Games. И я в этих трех песнях вижу как раз-таки повествование и рассуждение на тему любви в трех разных аспектах, где Off to the Races — это такая любовь где-то между 20-30 годами, где Лана активно нам показывает такой свой детский голосок и о том, что у нее есть дэдди, который имеет мани. Когда Blue Jeans — это более такая история подростковая, как мне кажется, потому что в тексте есть некоторые отсылки на это. А Video Games — это такая, знаете, первая любовь. Из них я считаю, что лучше всего работает Video Games. Это, собственно, песня, которая катапультировала в свое время Лану Дель Рей в звездный путь, которая завирусилась в интернете вместе с клипом. И я считаю, что если уж, знаете, выбирать песню, с которой ты стартуешь так мощно, то вот это та самая песня, она абсолютно этого заслуживает, просто великолепная. Что касаемо Diet Mountain Dew, наверное, это одна из самых слабых песен на этом альбоме для меня, потому что здесь хромает текст сильно, и мне не нравится, как эта песня сведена. А вот National Anthem у меня вызывает очень такие, знаете, ностальгические приятные эмоции, хотя если слушать сейчас, песня кажется немножко самоповторяющейся, и местами ей не хватает какого-то разнообразия. Дальше у нас начинается вторая половина альбома с песней Dark Paradise, восхитительно, страдательно, притягательно манящая песня, переходящая в Radio и Carmen, которые очень долго проходили мимо меня, скажу честно. Однако сейчас я начинаю ценить эти песни, особенно Radio, потому что в них есть, ну вот какой-то заложенный смысл. Видно, что Лана старалась. Также и с Million Dollar Man я не могу сказать, что это мой прям хайлайт альбома. Я бы отнес ее к более таким слабым композициям. Но зато дальше у нас идет Summertime Sadness. Это просто супер-мега хит, абсолютно нетленочка. И эта песня, я считаю, заслуживает намного большего внимания, потому что я даже не хочу вспоминать о том, что у этой песни есть номинация на Грэмми только как долбанный ремикс. Ужасный, отвратительный, неслушабельный ремикс, который в свое время был, сука, популярнее, чем оригинал. Без комментариев. Я ненавижу ремиксы, но тут это просто что-то из другой планеты. Как там его этот Седрик Живанде, Жиганде, не знаю, как его зовут, не помню. Трындец. Надеюсь, у него не сложилась карьера. И закрывает альбом песня, да, я тут буду говорить только об основном альбоме, не о делюксе. Если вы меня смотрите, то знаете, я делюксы не беру обычно во внимание. Заканчивается альбом песней This is what makes us girls. И это песня, которая ко мне пришла намного позже, чем весь остальной альбом. Однако сейчас я считаю, что это потрясающий клоузер альбома, потому что выдержан он по теме, по стилистике, потому что Лана пытается рассказать. То есть такая, на более легком моменте мы заканчиваем и музыкально, и текстово. Но, наверное, это то, что как раз-таки нужно было этому альбому. И именно поэтому эта песня работает.
Ну и давайте уже, в общем, поговорим об альбоме, чтобы долго не задерживаться на каждой песне по отдельности. Что хочется сказать, это пластинка, альбом Born to Die, это, конечно же, альбом, который в полной мере мы смогли оценить только спустя продолжительное количество времени. Это видно даже по критикам, которые изначально в момент выхода альбома очень слабо его оценили, и я могу понять, почему так случилось, потому что альбом вышел в эпоху громкой, яркой, такой, знаете, попсовой попсы. То есть это года, когда правила Кэти Перри, Леди Гага и Лана, которая пришла и неожиданно попала в мейнстрим с таким материалом, была просто вот, не знаю, как там, белой овцой, черной вороной. Ну, в общем, Лана была просто розовым ягуаром, давайте назовем ее так. Это была не та музыка, которую ты ожидаешь от мейнстримового артиста, это была не та музыка, которая на тот момент в целом казалась актуальной, которая могла бы удержаться в жанре, но кто же знал, что именно этот альбом, мало того, что подарит нам Лану Дель Рей как артистку, но еще этот альбом станет, ну, одним из важнейших в десятилетии. И даже несмотря на то, что это не лучший альбом Ланы Дель Рей, объективно, этот альбом, наверное, самый влиятельный от нее, потому что этот альбом, по сути, подарил нам новый сабжанр в музыке. Это альбом, который показал, что можно очень смело в поп-музыке заигрывать с 50-ми, 60-ми, использовать такой барокко-поп и в целом появился такой жанр, как сэд-поп. Все мы знаем Лорд Билли Айлиш, Мелани Мартинес и множество других певиц, даже крупнейших на тот момент, там, Тейлор Свифт, которых затронуло это творчество. И это целиком и полностью кредит Ланы и этого альбома, потому что у нее получилось создать очень такую кинематографичную, атмосферную работу именно целиком, потому что этот альбом очень цельный, он рассказывает полноценную историю о взаимоотношениях людей и при этом использует такую вот смесь хип-хопа, попсы, инди с таким вот ретро-налетом, и из этого, по сути, получился абсолютно такой новый сабжанр попсы. И это именно то, что выделило ее из всех, и хоть не сразу, но со временем многие поняли, и сейчас до сих пор многие издания по очереди извиняются за свои оценки 2012 года. Тот же Pitchfork, который там ставил альбому что-то типа там 5 из 10, в прошлом году извинился, изменил оценку на, по-моему, 8 с чем-то. В этом году издание Consequence of Sound тоже извинилось за свою оценку и сказали, что это один из величайших альбомов прошлого десятилетия. И это так и есть, потому что правда такова, что не всегда в нововышедших альбомах мы можем признать классику или что-то абсолютно важное. Ведь, к сожалению, работа критика или там обзорщика, как меня, заключается в том, чтобы быстро и максимально по возможностям качественно дать оценку какому-то материалу. Потому что информационное поле работает так, что какая-то тема интересна только там несколько дней. И если у тебя нету огромной аудитории, например, как у меня, то вряд ли ты можешь там с двухнедельным опозданием выпускать ревью на новые альбомы, потому что это будет никому же не интересно в тот момент. Поэтому ты просто максимально напрягаешься, пытаешься понять альбом быстро и качественно, но, к сожалению, это не всегда так работает. И некоторые альбомы требуют пары недель, некоторые месяцев, некоторые альбомы требуют несколько лет. И у меня есть альбомы, даже те, которым я ставил 10.0, у меня есть про это целый ролик, с которыми мне требовалось несколько лет, чтобы полностью понять их величие и оценить. И что касаемо Born to Die, я, в принципе, всегда его любил. Я Ланой проникся не сразу, наверное, году в 14 я с ней познакомился, но пластинка мне нравилась, но я в нее никогда не вникал прям сильно. И в целом в саму Лану я вник, честно расскажу, после того, как побывал на ее выступлении. Это был 2015 год, по-моему, она как раз ездила с альбомом Honey. И вот уже только после этого я начал вникать в ее дискографию, полноценно проникся тем, что было на тот момент. И этот альбом, конечно, особенно тогда, еще до выхода Norman fucking Rockwell, конечно же, этот альбом был для меня хайлайтом, потому что это прям полноценно красивая пластинка, которую вот ты, допустим,
Еще раз покажу. Купил, и ты ее абсолютно от начала до конца слушаешь, тебе нравится, все звучит хорошо. Понятно, что Лана в целом очень такая виниловая артистка, но этот альбом, который можно послушать абсолютно без скипов, потому что плюс-минус все тут работает, даже более-менее такие слабые композиции. Потому что да, в альбоме есть минусы. Это все-таки первая, ну, такая студийная работа Ланы. Мы не говорим про ее самый-самый первый дебютник Лизи Грант. Но тут местами все-таки, конечно, чувствуется, что Лана еще не профи текстов, как она показывает себя уже в дальнейшем в своей карьере. Естественно, тут и есть эти моменты, то есть даже Diet Mountain Dew, там прям такой очень слабенький текст, но при этом это абсолютно потенциальная работа, вот потенциальная на тот момент артистки, который держится и слушается максимально здорово даже спустя 10 лет. И, подводя итог, моя оценка альбому Лана Дель Рей "Born to Die" составляет 9,0 из 10. Ну, это, наверное, все, что я хотел рассказать про этот альбом. Передаю слово вам, если вы посмотрели этот ролик. Во-первых, там поставьте лайк, например, и обязательно пишите в комменты. Комменты — это вообще самое интересное и классное, и это то, что продвигает ролик. Пожалуйста, давайте. Пишите, как вам этот альбом, какие у вас с него любимые песни, есть ли нелюбимые песни. Я думаю, что большинство из вас с ним знакомо, поэтому у вас уже сложилось какое-то впечатление, его можно писать, обсуждать, я с удовольствием буду читать. Но у меня, пожалуй, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.